Приветствую вас, друзья, на кухне Ассорти про еду. Я сегодня на даче, и сегодня я для вас приготовлю такое теплое блюдо, на которое меня что сподвигло? Это сыры. Я смог достать, так как живя в Литве, в Европе, сыр сулугуни и адыгейский сыр. Это очень редкостная вещь в Европе, потому что в магазине у нас ни в каком этого купить нельзя. Вот. Получилось попасть в Белоруссию, и там есть эти сыры. И что же из них можно приготовить? А приготовить из них можно вкуснейшее классическое блюдо Грузии. Корона Грузии. Хачапури. Хачапури сделаю два. Один закрытый, типа эмеретинский, а второй будет лодочка. Да, друзья, по-аджарски. Вот. И для этого нам нужно, для того, чтобы получилось вкусное хачапури, нужно сделать тесто. Тесто дрожжевое. Сейчас я вот его и замешаю, и займусь сразу тестом, потому что дрожжевое тесто, правильно, нужно, для него нужно время, чтобы оно подошло. И дрожжевое тесто может быть любое, классическое, там для булочек, еще для чего-то, только другой консистенции. Оно должно быть мягче, мягче, чем от мушка уха. Вот. Поэтому у поваров, которые лепят, бывает вот всегда мушка в муке. Да, для проверки плотности теста. Вот. То на хачапури она должна быть мягче, более податливое тесто. И если вы много рецептов знаете, то приготовите по тому рецепту, который вам более подходит. Я буду готовить просто на глаз. Вот. И все получится. Вот. Поэтому я возьму сразу воду теплую. Примерно вот так вот. 1 стакан. И еще половинку стакана. Вот так вот. Ну, чуть больше вышло. На стакан воды очень простая пропорция. Примерно 2,5-3 стакана муки. Поэтому 2 стакана на стакан воды вы можете сыпать очень легко и просто. Но я насыплю вот так вот немножечко муки. Добавлю сюда вот так вот дрожжи. Я люблю не сухие, а свежие. Как-то они свежие, есть свежие. Просто возьму вот так вот кусочек дрожжей. Поломаю вот так вот на кусочки, чтобы лучше размешались. Добавлю сюда вот так вот сахарку. Добавлю немножко щепотку соли. Обязательно вот так вот растительного маслица немножко. Вот. И вот это вот с мукой вместе перемешаем. Муки я добавил для того, чтобы солька не убила бы дрожжи. Я буду делать без опары, оно все равно хорошо подымется. Вот, распустились у меня полностью дрожжи. И сейчас я вот так вот просто всыпаю 1 стакан сюда, 2 стакан, не боясь. Вот так вот, 2 стакан. Вот так вот, 3 стакан. И вот сейчас уже начну все это перемешивать. Пока вначале ложечкой. И смотрю, что у меня получается по консистенции. Вот вижу, видите, она еще очень сильно липкая. Поэтому я запросто могу досыпать еще так вот половину стаканчика. И смотрю все время по консистенции. Разная мука по-разному принимает воду. Поэтому, чтобы не заморачиваться с рецептами,
Вот у меня что-то уже похожее получается. Вот я делаю все это на глаз. Немножко еще чуть-чуть добавлю. Вот так вот. Ой, какой она красивая же, хорошая. И могу помешать руками. И вот надо обязательно вымесить. Долго мешать не надо. К рукам оно еще должно немножечко прилипать. Вот. И вы будете чувствовать, что оно уже такое очень хорошее и податливое тесто. Очень мягенькое. Вот. Имею право еще немножечко добавить. Вот. Супер. Вот он уже почти даже к краям миски, видите, уже отходит. Поэтому мне хватает этого. Так. Теперь возьму такое вот полотенечко, накрою и уберу в теплое место примерно на минут 40, на часик, и займемся начинкой. Вот, а для начинки я, как говорил, уже возьму сыр сулугуни. Если у вас нету сулугуни, нету адыгейского сыра, заменить его разрешается моцареллой, только не тот моцарелла, которая вот в этом вот такой клёцка такая вот беленькая, в водичке, которая плавает. Нет, это не тот. А тот, который для пиццы есть плотный, твердый, а есть бывает и натертый, еще продают для пиццы. Вот, как голландский сыр. Вот, он вот такой вот консистенции, плотный. Есть такая моцарелла в магазинах, поэтому покупайте, и будет суперски. И еще можно добавить вместо адыгейского, разбавить моцареллу фетой, можно брынзой. Вот, получится тоже отличное сочетание. Но у меня есть сулугуни, поэтому я вот такую терку и в одну сторону вот так вот все вниз натираю этот сыр. Хочу немножко рассказать про вкус сулугуни, потому что по своей памяти я, наверное, первый раз его пробую. Это сыр похож на моцареллу, но больше он похож на тот сыр, который, например, у нас в Литве есть, продается такими, я вложу фотографию этого сыра, палочками. И он так разрывается, отслаивается этот сыр. Вот. Не знаю, как он называется, сыр, название этого сыра. Производителей очень много разных. Вот этот сыр очень-очень похож вот именно на сулугуни. И по консистенции, по солености, по вкусу, по всему. Очень похож. Поэтому или моцареллой, или вот именно вот этим вот сыром, который вот, об котором я вот это вот рассказывал. Я думаю, замена будет полностью идентичная. Адыгейский это молодой сыр. Вы видите, он более такой, как творожный. Это молодой творожный сыр. Очень нежный на вкус. Есть, если молодые сыры,
Вот в Литве есть такой сыр. Я знаю 100%, чем его заменить. Это из дорогих сыров, в котором самая главная жирность должна быть 40-45%. Типа творожного. Но когда в нем именно будет 40-45% жирности, он получится именно вот такой вот консистенции. Соли в нем минимум. Вот. Натирается он уже, видите, совсем-совсем по-другому. По 300 грамм у меня примерно. 300 грамм сулугуни и 300 грамм адыгейского сыра. Очень сложно мне было подобрать вкусы сыров, когда я их, конечно, не пробовал, и заменить. И вот сейчас эмеретинского, правда, жалко, я еще не попробовал, но я его обязательно попробую и найду. Уже знаю, как я буду друзьям готовить и какой вкус у них должен быть. Ну и сейчас не только я знаю, а знаете еще и вы. Потому что вы, друзья, наверное, уже подписались на мой канал. И много фишек и плюшек про готовку интересного узнаете из моего канала. Спасибо, друзья, за подписочку. Я 600 грамм сыра, думаю, что у меня будет немножечко маловато. Я еще добавлю. Я думаю, еще вот такую часть, грамм 100. Потому что я раскрою вам секрет вкусного хачапури. Это, друзья, по весу одинаковое количество. По весу теста и по весу сырной начинки. Тогда у вас получится просто обалденная хачапури. Очень вкусная. Вот, поэтому сыра для нее жалеть не нужно. А это для другого блюда ставим. Так, что мне еще сюда нужно? Сюда мне нужно яичко. Вот так. Немножечко я могу подсолить, потому что адыгейский сыр, можно сказать, вообще не соленый. Поэтому я вот так вот чуть-чуть добавлю сольки. Немножечко добавлю для сочности вот так вот воды. И для того, чтобы в эмеретинской хачапури, да и вообще в других хачапури, сырная начинка не расслаивалась после приготовления, я сюда добавлю совсем немножечко муки, вот так вот щепотку. И сейчас я это все хорошо перемешаю. Вот, друзья, начинка для хачапури готова. И за это время я дождусь, пока у меня тесто еще доходит. Я буду приготавливать их в камадо, в гриле. Также вы по типу камадо можете приготовить это и в угольном гриле. Я думаю, запросто выйдет. Или просто у себя в духовке. Самое главное, чтобы вы в духовке и духовку нагрели до максимальной температуры, которая у вас есть. 230, значит 230. 240, значит 240. На максимальном температуре. А я пока разогрею камадо. Ну, вот тесто подошло. Видите, какое красивое. Мягкое, хорошее тесто. Я его разделю вот так вот на две части. Одну часть можно прямо так положить назад. Ничего страшного. И вот накрою. Пускай ждет она своего дальше часа. А я займусь вот с этим.
Вот сделаю вот такой вот шарик. Вот такой вот шарик с обратной стороной. Вот такой красивый. И начну его вот так вот руками разминать. Очень хорошее такое вот мягкое, хорошее податливое такое вот тесто. И разделю начинку из одной части примерно по объему. Вот примерно вот такой вот шарик сделаю и положу в середину. Я беру и закрываю как такую вот большую хинкалину. Вот так вот закрываю все края. Все это сверху вот так вот хорошо защипываю. Вот так. И переворачиваю ее. Вот такая вот у меня хинкалина получилась. И сейчас я ее начну вот так вот руками. Заметьте, руками. Вот так вот понемножку внутри распределять вот так вот сыр. Будете чувствовать, как он именно расходится там. Вот так вот я еще ее на пергаменте подровняю. Очень удобно было бы, конечно, надо было мне сразу его на пергаменте выравнивать, чтобы была такая вот ровная, красивая такая вот лепешка. Потому что переносить очень сложно, тесто очень мягкое. Вот. И она разваливается, поэтому можно сразу вот так вот делать. Все это вот на пергаменте, вот так вот красивенько. Вот так вот ровненько. Вот такая вот лепешка вот получается у нас. Вот, и у меня уже 300 градусов. Вот такую надо обязательно вот в серединке вот так вот ее открыть, чтобы воздух выходил. Но если даже она и подымется, она все равно опустится и все будет в порядке. Так что 300 градусов. Вот так вот. И я ее вот так вот переношу. Примерно я открою ее через минуток 7. И посмотрю через 7 минут, что уже внутри получится. Потому что как бы каждый раз примерно по-разному. И 300 градусов это уже высокая температура. Вот. Поэтому засекаем время. И в это время готовим вторую лодочку. Вот такой вот кусок пергамента. Здесь уже обязательно я сразу буду делать все это на нем. Смотрите, друзья, какой хороший. Видите? Вот так вот. Немножко вот так, наверх. Сейчас возьму скалочку. Уже мне можно работать скалочкой. И вот так вот из середины я буду раскатывать лепешку. Вот такую вот я раскатал. Что я с ней буду теперь делать-то? Немножко муки, может быть, у меня тут замного, но ничего страшного. И сейчас я вот так вот наложу на края сыра. Сейчас вы, друзья, увидите, зачем сразу вот так я так вот накладываю. Вот так вот везде. Вот. И теперь, друзья, я вот так вот возьму и закатаю одну сторону. Вот так вот. И вторую сторону. И внутри у меня получится тоже сырная начинка. Вот так вот все это вместе соединяем вот так вот два краешка.
Вот так. И края вот так вот очень хорошо. Вот так вот защипываем. И вот так вот раскрываем два края. Вот, друзья. Вот так вот. Вот. Очень хорошо. И сейчас уже я вовнутрь буду раскладывать вот так вот остальную начинку. Остальной сыр. Мне уже, друзья, слюнки капают. Обалдеть. В начинку бы не шлепнулись бы. Вот, друзья. Вот у меня и готова лодочка. Сейчас посмотрим, что у нас здесь получилось. Ой, друзья, смотрите, какая красота, а. Какой красивая у нас. Так, я ее сразу возьму вот так вот на бумагу. А потом вот так вот сниму сюда. И вот сейчас на эту красоту нужно взять, не жалея, вот так вот масло. И вот так вот все это хорошо, вот так вот обильно промазать сверху. Это у меня было 280 на, как я положил. Смотрите, какая красивая. Все, краешки шикарные. Отличное тесто. Отличное хачапури. И сразу же сейчас, у меня температура опять пошла до 300, отправляем нашу лодочку. Вот так вот. Оп. Оп, все поместилось. Хорошо. И опять же на 10 минут. И через 10 минут будет красотища. 9 минут. Вот, смотрите, какая красотень. И сейчас мне нужно вот так вот раздвинуть эту вкуснейшую, такую сочную. Ух ты, какая она сочная, хорошая эта начинка. И вот сюда вот в серединку вот так вот желточек. И сейчас я закрываю ровно максимум на 1 минутку, чтобы он только чуть-чуть такой пленочкой прихватился, был плотненький, чтобы не гулял по хачапури. Открываю. Желточек еще целенький. Нужно взять вот так вот кусочки масла. Оно у меня уже такое вот мягкое. И его вот так вот по краям. Вот так вот вовнутрь. Ну что, друзья. Грузинская пицца хачапури готова. Готова к тому, чтобы ее попробовать. Эту вкуснятину. Это просто. Вы просто берете, разрезаете, отрезаете себе кусочек, как на пицце. Вот, смотрите, какой он вкусный, хороший. Какая красотень на срезе. А? Хорошее тесто, красивое. Блин, все, что я готовил до этого, это было не то. Вы просто обязаны это приготовить. Просто обязаны это приготовить. Это тяжело оторваться.
Но надо. Я ради вас сделаю все. Что нужно сделать вот с этой вот лодочкой? Хачапури по-аджарски. Как ее кушать? Если вы ее подаете гостям за стол, на стол, заговариваться стало вкуснятина что-то. Не просто отломать кусок хлеба, макнуть, а по традиции самый главный за столом, это самый взрослый за столом, это тот родители или хозяин. Вот из этого всего нужно взять и вот так вот это хорошенько, вот так вот с маслом, со всем чем перемешать и сделать из этого соус. Получится вот такой вот офигенный соус. И вот сейчас уже мы возьмем, смотрите, какая красотень. Вот так вот. Вон он, видите, даже внутри вот сырок. Видите, какой красивый хлеб. Хлеб шикарный. И все очень просто. Никаких рецептов. Вот так вот макаете в этот соус. Друзья, это зверская вкуснятина. Это такая зверская вкуснятина, что просто нереально. Сыры, маслица, свежий вот этот хлеб. Это офигенно. Друзья, если вы еще не подписались на мой канал, помогите каналу. Нажмите на кнопочку подписочки. И все будут рады, особенно ваш покорный слуга. Так что я еще вас обрадую обязательно вкусными рецептами. И радостного вам, вкусного настроения. До новых встреч. Пока. Это будет очень скоро.